Друзья, к нам обратился человек, который, по его словам, практикует оккультизм. Он обратился к нам с просьбой о личной встрече, поскольку у него есть некая информация, которую он может передать нам только лично. Когда мы встретились, он рассказал, как он нас нашел. В интернете ему попался ролик, где рассказывается об оккультных практиках осознанного перерождения, которыми пользовалась верхушка Третьего Рейха. И что сейчас пришло то время, когда они снова собрались, чтобы закончить начатое ими дело. После этого он нашел полную версию передачи, и то, что он там увидел, повергло его в шок. Но кое-что осталось между строк. Именно поэтому он пришел к нам, чтобы это озвучить. Он собрал материал и собирался опубликовать его в известном издании. Но после встречи с нами в последний момент изменил свое решение и захотел, чтобы этот материал был опубликован на нашем канале. Мы, в свою очередь, предложили ему сделать это лично на камеры. К сожалению, лица нашего гостя мы показать не можем, поскольку он захотел остаться инкогнито, и это его право. Этот материал — это его личное исследование на тему того, кто же действительно сегодня правит миром. Кое-что из этого материала мы не можем придать гласности. Почему? Ответ на этот вопрос вы узнаете через несколько мгновений. Просто так меня бы тут не было. Настоящим магам пиар не нужен. Наша работа проводится в тени, а то, что доступно широкой общественности, это магия низкого уровня. Реальные рабочие вещи никто вам не расскажет, и тем более вы не найдете их на ютубе. Но что меня побудило к вам прийти? Мне случайно попался ролик на вашем канале, в котором говорилось о том, что верхушка Третьего Рейха практиковала особые оккультные техники по осознанному перерождению. И что в наше время они снова собрались вместе, чтобы продолжить свои темные дела. И вы знаете, я нашел полную версию передачи и охренел от того, что там услышал. Вы даже не осознаете, что вам рассказали. Меня поразило, что вообще кто-то затронул эту тему. В наших кругах даже вслух между собой боятся об этом говорить. А здесь вот так, все открыто разложили. Но в этой передаче было еще кое-что, что осталось между строк. Собственно, поэтому я и пришел. Озвучить то, что в вашей передаче осталось в паузах между словами. Всю осознанную жизнь я практикую магию. За это время я обрел способность видеть мертвых внутри живых людей. На этом моменте я остановлюсь немного поподробнее, чтобы вы не думали, что у меня шизофрения. Просто мир немного сложнее, чем многие считают. Люди должны понимать одну вещь: смерти нет. Ее действительно нет. Ведь закон сохранения энергии никто не отменял. Не может информация просто бесследно куда-то исчезнуть. И после смерти человек со всей своей накопленной информацией за жизнь, воспоминаниями, состояниями, представлениями о себе, характером, вот со всем этим эмоциональным багажом просто переходит в другое состояние. Давайте назовем его энергоинформационным. А вот все эти сказки, в которые верят люди, что душа твоя после смерти отправляется к Боженьке, разочарую вас, это неправда. У меня вопрос к таким людям. А что вы знаете о своей душе? Вы хотя бы чувствовали ее в себе при жизни? Я не отрицаю наличие души, я же не идиот какой-то. Мы же работаем как раз с силами, а не важно. Вот как раз душа после смерти отправляется, скажем так, дальше по своим делам. И все хорошее, что было в человеке при жизни, уходит вместе с душой. А человек после смерти остается со всем своим говном. Так что реальность на самом деле намного жестче. И после человек превращается в бездушную, беспринципную тварь. Как в массе свои люди в наше время проживают свою жизнь как животное, практически на инстинктах. Но есть один бонус, скажем так. Мертвый начинает видеть мир таким, как он есть. И мертвому открыто гораздо больше, чем живым. Объясню проще. Вы не задумывались, почему так много колдунов, экстрасенсов и прочих, которые работают через мертвых? А
А потому что это всегда дает результат. Потому что мертвый за возможность дорваться до жизни сделает все, что угодно. Если хотите надежный приворот, сделайте его через кладбище, и сами увидите, что будет. Почему во всех религиях священники столько обрядов проводят по умершим? Почему они так зациклены на мертвых? Даже на деньгах и иконах мы видим мертвых. Люди не осознают весь тот объем информации о мертвых, с которым они сталкиваются каждый день. И вот тут как раз скрыт один важный механизм. Вся магия работает через образ и имя человека. Это как раз адрес доступа к человеку, зная который, можно с ним связаться и повлиять на него. Зачем мертвым оставлять дорогу к себе? Кто больше в ком нуждается? Живые в мертвых или мертвые в живых? Живой обладает самым ценным – энергией жизни. И каждый раз, когда образ мертвеца попадает в поле зрения живого или всплывает в памяти, устанавливается энергоинформационный обмен, в результате которого живой делится своей жизнью с мертвым. Это банальная физика. Не знаю, помните ли вы закон распределения заряда, но он гласит, что если взять два одинаковых объекта, допустим, две сферы, и на одной из них будет заряд, неважно какого знака, а на другой его не будет, если их соединить, то ровно половина заряда перейдет с заряженной сферы на пустую. Так вот, с мертвыми энергетический обмен работает по схожему принципу, только есть одно отличие. Мертвец может забирать разное количество энергии. Он может забрать чуть-чуть, а может половину, а иногда и всю жизнь. Это зависит от того, сколько внимания человек вкладывает в поминание мертвого, сколько времени и эмоций будет направлено мертвому. И также зависит от силы мертвеца, как сильно он сможет присосаться к живому, приходя к нему в мыслях и в виде образов там, или во снах. Так что люди очень сильно недооценивают тему послесмертной судьбы. И когда они осознают весь масштаб происходящего, то волосы на голове дыбом встанут. Многим из нас наш мир кажется ужасным. Так вот, он еще хуже, чем вы думаете. Ведь на самом деле мертвые сейчас правят в этом мире. Это как раз то, с чего мы начинали наш разговор – осознанное перерождение. Действительно, есть определенные практики, зная и практикуя которые, человек может проживать не одну жизнь и сохранять память об этом. То есть после реинкарнации в новом теле осознать себя и продолжать жить с уже накопленным за предыдущую жизнь опытом. И это не такая уж и фантастика. За примером далеко ходить не надо. Вы их часто можете видеть среди знаменитых людей. Например, Далай-лама, как раз такое существо. Ну там, конечно, с ним не все так просто, но это сейчас не касается темы нашего разговора. Собственно, смысл, что я хотел донести, это что таких существ, оживших мертвецов, сейчас много. И многие из них, к сожалению, наделены властью. За многими мировыми событиями, войнами, экономическим кризисом, голодом стоят сценаристы всех этих событий, серые кардиналы, которые управляют президентами, королями и всеми властимущими. Мне нравится их называть черные шахматисты. Они находятся на самой вершине власти. Мало кто знает, что их всего 12 человек. А то, что вообще практически никто не знает, что эти 12 – это живые мертвецы. Кстати, это объясняет многие ужасы, которые творятся в этом мире. Потому что неизбежно несколько раз прирожденная личность станет серийным или массовым убийцей. Это просто без вариантов. Вы должны понимать, что даже после первой смерти там человеческого ничего не остается. А с каждым новым перерождением состояние мертвеца все больше и больше усугубляется. Это вечно голодная тварь. И чтобы усмирить свой голод, с каждым разом ему требуется все больше и больше страданий людей. Энергии, которая при этом выделяется. Поэтому всегда приказы таких существ, находящихся при власти, будут абсолютно разрушительны. Они будут провоцировать массу смертей, проявление страха в людях, страданий, мучений. К примеру, что будет делать мертвец, который находится на посту военачальника или, допустим, какого-нибудь советника первого лица? Он будет приносить своему президенту гениальные планы военных наступлений. Красочно расписывать, как сейчас они всех феерично победят. И как потом все будут восхвалять президента за принятые решения, реализовать этот план. Но чаще всего случается как раз наоборот, что по итогу таких планов армия терпит поражение в бою. Но что случается обязательно всегда? Что реализация плана оканчивается массовой гибелью людей. Потому что мертвецу не нужна победа армии. Единственное, в чем он заинтересован, это получить как можно больше силы. Очень хорошо по этому поводу сказал Алистер Кроули. Тот еще черт. И, кстати, тоже один из этих мертвецов. Мне не нужно
Ваши лживые одобрения и ваши фальшивые похвалы. К черту христианство, рационализм и буддизм. Я хочу кощунства, убийства и насилия. Мне наплевать, хорошо это или плохо, я хочу силы. Эти слова очень точно описывают единственное, зачем в этом мире охотятся мертвые – за силой. Так вот, возвращаясь к Аненербе. Действительно, нацистская верхушка намеренно занимались определенными практиками, которые им гарантировали осознанное перерождение. Это ни для кого не секрет, что элита СС активно занималась изучением и практиками оккультизма. В том числе и для этих целей был создан институт Аненербе – наследие предков. Исследователям известно, что в Аненербе успешно расшифровали некие рунические письмена. Они восстановили древние культы и ритуалы, способные увлечь толпу за вождем. Применялись, в частности, магические способы воздействия на сознание и особенно на подсознание людей. Общество Аненербе – это единственная известная в истории структура, официально занимавшаяся исследованиями магии при финансировании государства. Кстати говоря, на содержание этого института выделялись колоссальные суммы денег. Особенно дорого обходились экспедиции в Тибет. Власти нацистской Германии на финансирование Аненербе выделили гораздо больше денег, чем, например, американцы на разработку ядерной бомбы. Это чтобы вы понимали, какую важность и ценность нацисты придавали деятельности Аненербе. Потому что они очень четко понимали, что те сведения, которые добывались в рамках деятельности Аненербе, дадут им гораздо большую власть, чем обладание тем же ядерным оружием. Кто сомневается в оккультной стороне нацизма, то посмотрите на то, как были устроены отряды СС. Ведь это же была не просто военная структура, а настоящий монашеский орден со своей иерархией и внутренним кругом. Организация СС была поручена Генриху Гиммлеру. Свое творение он называл «Черный орден». Гиммлер построил всю организацию Черного ордена СС по принципу ордена иезуитов Игнатия Лойолы и частично Тевтонского рыцарского ордена. И согласно иерархии подлинными СС были носители колец, мертвая голова. Это были серебряные кольца, на которых находились череп с костями, свастика, руна Хагалас, символ братства, и две руны Совила, символ победы. На внутренней стороне было выгравировано имя владельца, фамилия, дата вручения, подпись Гиммлера и аббревиатура СЛБ, которую можно было расшифровать как «его любимцу». Такие кольца получали только лучшие из эсэсовцев. Украшение носилось на безымянном пальце левой руки, черепом к себе. Эти монахи-воины, эсэсовцы с мертвой головой, принимали посвящение в школах-бургах. Причем бурги попадали наиболее достойные после прохождения курса в подготовительных школах. Известно, что в бургах существовала церемония посвящения, ее называли церемонией плотного воздуха. Что там происходило, до конца неизвестно. Но некоторые оккультисты видели в этом черную мессу, в чисто сатанинской традиции. Сохранились также упоминания, что в этих школах учились принимать и давать смерть, и что после принесения обета новобранцы приобретали неотвратимую сверхчеловеческую судьбу и становились вне мира. Возврата назад из ордена не было, и все посвященные в орден становились по ту сторону добра и зла. Опять же говорю, все эти упоминания и формулировки сохранились. Если не знать, о чем речь, то выглядит просто как красивые слова, чтобы придать значимости участию в ордене. Но когда знаешь, что за этим стоит, то становится немного жутковато. Моя теория, что, собственно, эти кольца, мертвая голова, и обозначали живых мертвецов, были их знаком, чтобы они могли узнавать друг друга. Вы знаете, что колец мертвая голова было выдано около 14 тысяч. Представьте, если все эти люди прошли посвящение и обладали практиками осознанных перерождений, то какая-то получается армия мертвецов. Вот вам и зомби-апокалипсис. Кстати, в планах у нацистов было создание отдельного государства, которое состояло бы полностью из эсэсовцев и правило бы миром. Веселая история получается. Но это еще не все. В Черном ордене был свой внутренний круг, который состоял из 12 человек, плюс 13. Его образовывали посвященные во все тайны СС руководители Черного ордена. Среди участников внутреннего круга были Гиммлер, Геринг, Гитлер, Геббельс, Хаускофер и другие. Согласно оккультному учению, внутренние силы членов группы образуют общую цепь. Но пользоваться ею в целях группы можно только с помощью мага, который в свою очередь не может обойтись без медиума, аккумулирующего силу. В этой группе медиумом был Гитлер, а верховным черным магом Хаускофер. Что касается силы, которую они аккумулировали, это была так называемая сила Врил. Еще в начале 20 века существовало тайное общество Врил. Участники общества считали, что Врил – это огромная энергия, лишь бесконечно малую часть которой мы используем в повседневной жизни. Тот, кто становился хозяином Вриля,
становился хозяином над самим собой, над другими людьми и над всем миром. Понятно, что Врил – это всего лишь одно из названий этой силы. В исследовательской литературе по ранним формам религиозных верований, таких как тотемизм, анимизм, шаманизм, вы можете встретить упоминание силы мана. Этой силой пользовались и шаманы, и древние маги. По описаниям, эта сила не позитивная, не негативная, это просто сила, она нейтральна. Все зависит от того, на что направляет эту силу человек, который умеет ее собирать, накапливать и, соответственно, распоряжаться. На этой силе Врил, работает вся магия. Собственно, и техники по осознанному перерождению также связаны с накоплением силы Врил. Так вот, откуда же вообще нацистская верхушка узнала техники осознанного перерождения? Эта нить очень четко прослеживается в истории. А именно, это связь нацистов с тибетской сектой желтошапочников и японским оккультным орденом «Зеленый дракон». Именно они посвятили некоторых высокопоставленных лиц нацистской верхушки в свои тайны. Чтобы не быть голословным, приведу некоторые исторические факты. Так известно, что один из идеологов Третьего рейха, Карл Хаусхофер, кстати, основоположник геополитики и идейный вдохновитель Гитлера. Так вот, еще до Первой мировой войны, пребывая в службе в Японии, получил посвящение в орден «Зеленый дракон». Также известно, что он ездил со специальной миссией на Тибет, где завел связи с организацией желтошапочников и прошел специальную подготовку в монастыре Лхасе. А надо сказать, что эти ребята, и желтошапочники, и драконы, это уже не совсем люди, если не сказать совсем не люди. Если честно, даже мне немного жутковато о них говорить. Но я сказал только, что их природа демоническая. Если кто интересовался мистикой и магией Тибета, то вы должны были слышать, что в тех краях знают определенные техники произнесения звуков, с помощью которых лама может легко отделить душу от тела, и человек мгновенно умирает. Но мало кто знает, что они также могут прервать цепь реинкарнации, то есть не просто убить человека, а еще и убить все его предыдущие личности и лишить человека возможности дальше перерождаться. То есть душа просто вырывается из цепи реинкарнации. Поэтому этих ребят боятся даже живые мертвецы. И, кстати, именно поэтому многие из моих коллег, кто в курсе происходящего, предпочитают об этом молчать, чтобы скоропостижно не закончить полностью свое существование в этом мире. Вообще, орден «Зеленый дракон» принимал непосредственное участие в формировании событий 40-х годов 20 века и оказывал оккультную поддержку Гитлеру, его окружению и в целом развитию нацизма. Я думаю, вы слышали про эту историю, когда советские войска вошли в Берлин, то обнаружили там множество трупов тибетцев в нацистской форме без документов. Причем часть из них лежали мертвыми кругом с оккультной символикой. И в центре круга лежал их главарь, человек в зеленых перчатках. Так вот, сохранились упоминания, что еще перед приходом Гитлера к власти в Берлине жил тибетский лама, прозванный человеком в зеленых перчатках. Он трижды с большой точностью предсказывал в прессе, сколько нацистов пройдет в Рейхстаг. Также достоверно известно, что Гитлер регулярно навещал человека в зеленых перчатках, и ходили слухи, что он очень боялся его. Этот человек в зеленых перчатках как раз и был представителем ордена «Зеленый дракон», который оказывал оккультную поддержку развитию нацизма и усилению власти Гитлера. Так вот, Хаусхофер после посвящения в орден «Зеленый дракон» обязался в случае провала его миссии совершить ритуальное самоубийство, что он, собственно, и сделал в 1946 году. Причем сначала он убил свою жену, Марту, а затем в исполнении клятвы и согласно японской традиции сделал себе харакири. Интересно, что в кармане окровавленной одежды сына Хаусхофера, которого казнили немного ранее, нашли рукопись поэмы «С моим отцом говорила судьба». Снова и снова от него зависело, затолкнуть ли дьявола в его темницу. Но мой отец сломал печати, он не услышал запах ада и выпустил дьявола на волю. Тут хотел бы сделать акцент на этих ритуальных самоубийствах, которые обязывались совершать участники «Зеленого дракона» в случае неудачи в их деянии. Если вы внимательно посмотрите, то часто эти люди совершали суицид не в одиночку, а предварительно склонив к самоубийству других людей, например, свои семьи. Так, например, покончил с собой Геббельс вместе с женой, предварительно отравив своих 6 детей. Тут суть в чем? Человек, который обладает знанием техники осознанного перерождения, забирал жизненную силу, силу Врил у участников такого коллективного самоубийства и использовал ее для осознанного перерождения. Это как дополнительная канистра бензина, которую берут с собой в дальнюю дорогу. Кстати, интересный общеизвестный факт, что Гиммлер, он считал самого себя воплощением то главного героя и легенд о рыцарях круглого стола, короля Артура, то уже реально существовавшего покойного монарха Генриха I. А Гитлер
считал себя реинкарнацией короля Фридриха Великого. Вообще, если так посмотреть на идейных вдохновителей нацизма и тех, кто способствовал его развитию, то невольно приходишь к выводу, что среди участников внутреннего круга Черного Ордена уже были те, кто проживает эту жизнь не первый раз. То есть были и новенькие в этом деле, кто только научился технике осознанного перерождения, и те, кто уже неоднократно перерождались, так сказать, был опытным мертвецом. У меня есть предположение, что таковыми были Гиммлер и Хаусхофер. Именно поэтому некоторые заседания суда в Нюрнберге были лишены смысла. Два мира присутствовали там, не соприкасаясь друг с другом. Это было все равно, что пытаться судить инопланетян, исходя из основ человеческой цивилизации. А ведь они и были своего рода инопланетяне. Они принадлежали к миру, отделенному от нашего. Эти твари не имели никакой интеллектуальной, моральной или духовной связи с нами, с людьми. Помимо внешних форм, они в остальном были нам так же чужды, как какие-нибудь марсиане. Кстати, суд над нацистами – это вообще отдельная история. Во-первых, судили не всех. Например, главного финансиста Третьего Рейха Ялмара Шахта оправдали и отпустили из-под стражи прямо в зале суда. Также на Нюрнберге был осужден к смертной казни генеральный директор АННРБ, но даже не был привлечен к следствию его основатель Гильшер. Более того, Гильшер таки присутствовал на суде. Он свидетельствовал в пользу Зиверса, ритуального убийцы, жреца, жертвователя ордена, и более того, сопровождал его к подножию виселицы. На Нюрнбергском процессе полковник СС Зиверс ограничился формальной и чисто рациональной защитой. Прежде чем войти в камеру казни, он попросил позволения в последний раз отправить свой культ, вознести тайные молитвы, которые они прочитали вместе с Гильшером. Отдав свой долг неведомому богу, он бесстрастно сунул шею в петлю. И если Зиверс равнодушно отнесся к самому факту суда и к самой казни, то Ганс Франк, наместник, так сказать, оккупированной Польши, даже немного веселился перед казнью. Сохранились упоминания журналистов, которые были приглашены на казнь, которые видели, что Франк вошел в зал для повешения с улыбкой. Как-то его младший сын даже упоминал в интервью странное поведение своего отца перед казнью. В их последнюю встречу Франк пообещал сыну, что они еще обязательно встретятся на Рождество в их доме. Мальчик был удивлен, зачем отец врет, если знает, что скоро будет повешен. Но зная то, что мы сегодня с вами знаем, похоже, что он не врал совсем. Возможно, он уже навещал своего сына, будучи в новом теле даже. Кстати, можно приблизительно посчитать, сколько лет сейчас новым воплощением нацистов. Если они все погибли в 1946 году, то приблизительно их совершеннолетие пришлось где-то на 60-е и 70-е годы 20 века. Кстати, как раз в это время значительно усиливается волна неонацизма. Появляются первые большие объединения, появляются новые идейные лидеры неонацизма. Нацизм получает свой новый виток. Совпадение? Кстати, у верхушки нацистов были открыты счета на предъявителя. И по странному совпадению, как раз в 60-х, 70-х годах эти счета были обналичены. И кто забрал эти деньги? Если бы это были какие-то родственники, то зачем ждать столько времени? Почему не снять сразу? Допустим, они не хотели светиться сразу резко, что пользуются средствами нацистов, то можно было, например, снимать по чуть-чуть. Если все равно следствие не знало про существование этих счетов. Потому что если бы знало, то давно бы уже заблокировало. Поэтому тут все просто. Эти счета нацисты берегли для себя, для своего нового воплощения в этой жизни. По этим счетам, кстати, можно даже отследить, какие имена в наше время носят реинкарнации нацистов. Так что эти ребята не мертвы. История еще не закончилась. Они уже здесь. И они продолжают начатое ими темное дело. Да, сейчас они действуют осторожнее и не так открыто. Но сейчас и времена совсем другие. Это тогда эта нечисть могла долгое время безнаказанно творить свои бесчинства. А сейчас в миру есть и те, от кого они могут нехило получить по шапке, если будут сильно светиться. Ну, конечно, священное право выбора людей никто не отменял. Поэтому если люди в массе своей будут поддерживать наследие нацизма своим действием или бездействием, неважно, то тогда здесь никто вмешиваться не будет. Тогда и окончательная победа зла, и торжество власти мертвецов в этом мире не за горами. И мы с вами сможем стать свидетелями этого трагичного финала. Посмотрите на наш мир. Вас не смущает вообще то, что на каждом шагу, каждый божий день мы с вами пользуемся плодами нацизма? Программа телепередач, формат реалити-шоу. Это было разработано мастером пропаганды Геббельсом. И с тех пор ничего не изменилось. Все наши СМИ и промывка мозгов, которую они проводят, политическая пропаганда построена на методах Геббельса. А что такое современная фармакология? Некоторые сегодняшние компании-гиганты в сфере разработки лекарственных препаратов
в недалеком прошлом состояли в объединении крупных концернов, развитие которого нельзя называть, потому что употребление этого названия до сих пор очень жестко цензурируется. И были крупнейшими производителями химической продукции в нацистской Германии. Если когда-нибудь наступит такое время, и вся правда о событиях того времени будет предана гласности, то не удивлюсь, если кажется, что многие современные разработки являются результатом бесчеловечных опытов над людьми, которые творили нацисты в концлагерях. Причем это же касается не только лекарственных препаратов. Это еще и стиральные порошки, краски, косметика и многое другое. А вся современная бытовая техника и автомобили. Какое прошлое у компаний, которые их производят? Знаете, на эту тему есть анекдот. Никогда не спрашивайте у женщины о ее возрасте и у немецкой компании, чем она занималась в 40-е годы. И ведь за этими компаниями кто-то стоит, кто-то ими продолжает управлять. То есть, представляете, что творится? Получается, что люди такие говорят, нацизм это плохо, бесчеловечно. Нельзя, чтобы это снова повторилось в нашей истории. И тут же продолжают поддерживать и развивать наследие нацистов. Ведь это спрос порождает предложение. Так что, друзья, мы с вами своим пассивным принятием этого потребительского формата, который нам навязали, а мы согласились, то мы таким образом неосознанно продолжаем поддерживать идеологию этих мертвецов. Но и это еще не все. Самое интересное, чуть не забыл рассказать. Есть одна деталь, которую я осознанно упустил в своем рассказе, чтобы оставить это напоследок в качестве вишенки на торте. За всеми этими событиями стоит на самом деле всего один персонаж. Это Георгий Гурджиев. Он был учителем Сталина и Гитлера. Именно у него они учились влиянию на массы. Сейчас многие его знают как мистика, эзотерика, философа. Про него любят писать, как он объездил полмира в поиске тайных знаний. В целом, если почитать о нем или попытаться прочитать книги, которые он написал, то складывается впечатление такого немного загадочного, хитрого дзенского гуру. Но за этим образом странствующего мистика прячется мразь, которая живет уже не одну жизнь. Именно он уже 1000 лет назначает папу римского. Механик человеческих душ, так называют Гурджиева за разработанную им концепцию о человеке как механизме, а также за его удивительную гипнотическую и даже мистическую способность управлять людьми, вести их в нужном направлении, проводить над ними психологические эксперименты и добиваться полного послушания. Гурджиев, как опытный мертвец, много внимания уделял смерти и даже учил этому своих учеников умирать правильно. Он говорил, что в основном люди умирают как собаки, а вот правильно умереть это еще не каждому дано. В одной из своих книг он написал технику, которую рекомендовал давать всем, кто хочет научиться правильно умирать. Она заключается в том, что нужно ясно представить себе свой последний час жизни, очень подробно его визуализировать, прям как фильм. Со временем, выполняя это упражнение, человек сможет научиться видеть себя в виде призрака некой субстанции, который переходит из одного мира в другой, как незваный гость природы. Живой мертвец, чем вам не незваный гость природы? Причем, что сам Гурджиев, с его слов, делал это упражнение по 4 часа в день. А в молодости он якобы уделял этому занятию в 2 раза больше времени. Звучит как надежный, в кавычках, план представлять каждый день по много раз свою смерть. Тоже мне веселое времяпровождение, представлять свою смерть. И тратить на это огромное количество времени своей жизни. Делать я, конечно, этого не буду и другим не рекомендую. Вопрос в том, зачем Гурджиев оставил такую рекомендацию. Зачем ему нужно было внимание людей концентрировать на смерти? Кстати, о смерти. Про себя Гурджиев говорил: «Я Гурджиев, и я не умру». И момент его смерти очень показателен в этом отношении. Врач, присутствующий при смерти Гурджиева, был потрясен тем, что люди вообще могут так умирать. Он описывал, что в момент смерти Гурджиев сел в постели, попросил шляпу, надел ее, взял в одну руку сигарету и чашку кофе в другую, закурил и стал подтягивать кофе. В последнее мгновение он сказал: «Есть ли у кого-нибудь вопросы, а то я ухожу». Очевидно, что он точно знал, когда умереть, и был готов к этому. Сохранились записи учеников Гурджиева, в которых говорилось, что в последние месяцы жизни Гурджиева он говорил, что он неизбежно покинет этот мир, но придет другой, кто завершит начатое им дело. Откуда-то с Дальнего Востока. Возможно, таким образом он намекал своим ученикам, где пройдет его следующее воплощение. Откуда он придет, чтобы продолжить свои деяния. Да, вернемся к событиям Второй мировой. Здесь можно отследить участие Гурджиева с обеих сторон. Как я уже говорил, он был знаком со Сталиным и с Гитлером. Немного отступлю. Вообще он был человек беспринципный, и даже многие исследователи его биографии писали, что Гурджиев отличался редкой всеядностью.
Ему было все равно, с кем общаться, кого брать в ученики. Он одновременно мог дружить и с аристократами, и с нацистами, и с большевиками, и с самым дном общества. Все эти социальные роли, религиозные принадлежности, национальность ему были не важны. И понятно почему. Потому что его интерес лежал в другой плоскости, за пределами видимого мира. Так вот, Сталин и Гитлер имели одного общего учителя – Георгия Гурджиева. Про Гурджиева можно сказать, что именно он сделал Сталина Сталиным. Познакомились они давно, так как установлено, что Сталин и Гурджиев учились в одно и в то же время в Тифлинской духовной семинарии. И они не просто учились вместе, они еще и жили вместе в доме у дяди Гурджиева. Также участвовали они вместе и в политическом мероприятии. Именно вместе с Гурджиевым Сталин тайком пробирался из Баку в Тбилиси для подготовки вступления в Красной армии в Закавказье. И что показательно, Сталин отслеживал судьбу Гурджиева до самой его смерти. Он лично поручил Берии узнать, какие были последние слова Гурджиева перед смертью. Так что то, что Сталин был очень неравнодушен к Гурджиеву до конца его жизни, это факт. И взаимоотношения Гурджиева со Сталиным очень точно охарактеризовал один поэт Микушевич. Мы говорим Гурджиев, подразумеваем Сталин. Мы говорим Сталин, подразумеваем Гурджиев. Известно, что Гурджиев некоторое время прожил в Петербурге, тусовался с местными масонами. Кстати, его двоюродный брат Меркуров тоже был масоном. Он занимался созданием посмертных масок. И, кстати, именно ему одному было дозволено снять посмертную маску с Ленина. Известно, что когда в Турции произошел политический переворот, когда масоны свергли султана, то Гурджиев вместе с еще одним влиятельным русским масоном ездили в Турцию перенимать удачный опыт своих коллег по цеху. С пребыванием Гурджиева в Турции связан еще один инцидент. Как-то Гурджиев зашел на рынок, а когда вышел с него, там началась настоящая резня. Так проявляет себя еще одна способность Гурджиева – провоцировать конфликты со смертельным исходом. Кстати, это выдает в Гурджиеве тварь, которая питается жизнями людей, забирая при этом их силу себе. Но продолжим нашу историю. Известно, что Гурджиев был знаком с Гитлером и другими основоположниками национал-социализма. Фактически Гурджиев в течение определенного времени работал с ними. Сохранились фотографии начала 30-х годов, подтверждающие это обстоятельство. Также с Гурджиевым был знаком и Карл Хаусхофер, про которого мы уже говорили. В свое время они вместе с Гурджиевым путешествовали на Тибет в поисках корней арийской расы. А некоторые из нацистов еще до того, как они пришли к власти, были учениками Гурджиева. Есть одна популярная история, которая касается одного из учеников Гурджиева. Им еще в 20-е годы был будущий нацистский генерал. Так вот, уже в 30-е, когда бывший ученик шел по улице в сопровождении двух эсэсовцев с собаками, Гурджиев, который случайно встретил его на улице, дал ему пинка со словами «recollection» – «помни». Не напоминает, как дзенские учителя ведут себя с учениками, когда бьют их палками для пробуждения. Интересное совпадение в том, что в 1944 году этот генерал стал участником заговора против Гитлера, за что его, конечно же, казнили. Было ли это какое-то внушение от Гурджиева или активация заложенной программы, это мы вряд ли когда-либо узнаем. Факт в том, что именно Гурджиев стоял за многими решениями нацистской верхушки. Он помог Гитлеру выбрать свастику в качестве партийной эмблемы национал-социалистов. Есть все основания доверять рассказам учеников МАГа о том, что Гурджиев давал уроки гипноза будущему фюреру Третьего рейха Гитлеру. Получается интересная история. Оказывается, и Гитлер, и Сталин учились воздействию на массы людей у одного и того же учителя. Правда наталкивает на определенные размышления. Подытожу, чтобы вы осознали всю полноту картины. Столкновение двух самых грандиозных фигур 20-го столетия, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, вылившиеся в самое чудовищное и кровавое противостояние двух сильнейших империй за всю историю человечества, на самом деле было борьбой двух учеников Гурджиева, двух магов. А главный гений данного спектакля остался в тени. Вот наконец-то пришло время, чтобы вытащить его персону на свет, чтобы люди знали в лицо своих антигероев. Мне как-то в одной из статей попалось сравнение Гурджиева с пауком. Там писалось, что в своей магической власти над окружающими Гурджиев был подобен пауку, находящемуся в центре паутины. Души же, попавшие в сеть эзотерического его учения, стали для последнего необходимой энергетической субстанцией, подобно тому, как неупокоенные души становятся пищей демона. Так вот, знаете, что в этой всей истории самое трагичное? То, что затрагивает даже нас, ныне живущих на земле. Это не только то, что эта мразь Гурджиев где-то сейчас бегает в новом теле и продолжает творить свои дела, а еще и то, что мы все продолжаем его подпитывать собственной энергией.
Объясню, как это работает, как работает данный механизм. Помните, мы обсуждали схему передачи жизненной силы от живого к мертвому. В данном случае работает еще один дополнительный нюанс. Когда люди вспоминают Гитлера или даже просто вкладывают внимание в нацизм как идею, то их жизненная сила направляется тому, кто за этим всем стоял, кто стоял за Гитлером и был, собственно, автором этого спектакля. То есть эта жизненная сила направляется мрази Гурджиеву. Резюмируя вышесказанное, скажу, что не знаю, как вам, но мне очевидно, что вместе с расцветом нацизма, кровопролитной войной, массовыми убийствами, над нами в течение нескольких лет царил иной мир. Злой мир. Мир мертвых. Вообще я сильно удивляюсь людям, которые притворяются, будто они не видят в событиях того времени ничего, кроме военных и политических беспорядков. Для меня очевидно, что в это время зло как никогда в истории нашего человечества проявило себя. И было очень близко к победе. Мне кажется, люди даже не сознают, в шаге от чего мы все, как цивилизация, были тогда. Нацизм был одним из тех моментов в нашей истории, когда приоткрылась дверь в иное. Давайте вспомним историю формирования религии. Им понадобились столетия, дабы культ принял ясную форму. И то, сколько еще осталось противоречий в любом из современных религий. И давайте посмотрим на то, как формировался нацизм. Ведь он имел в своем распоряжении лишь несколько лет. И за это время была выстроена строжайшая дисциплина, полностью подчинено идее все население Германии. И нацизм был в шаге от того, чтобы захватить власть над миром. Успехи нацизма как культа превзошли все, когда-либо случившееся в истории. Разумеется, этого не произошло бы без поддержки оккультных сил, без участия живых мертвецов. И это страшный для нас факт. Да, мы выиграли битву, но мы еще не выиграли войну. И то, что в этой ситуации страшно, это наше неведение, что эти силы никуда не исчезли, и они снова возродились в наше время. Ведь свидетельство того, что эти твари уже встретились в наше время и продолжают творить свои дела, уже налицо. Как по-другому можно объяснить, как сейчас искусственно провоцируется голод, и на фоне этого проводится пропаганда каннибализма, в которой участвуют звезды Голливуда, политики и другие прислужники этих мерзавцев. Никак иначе, как властью мертвецов в этом мире, которые хотят полностью лишить нас всего человеческого. Просто задумайтесь, что будет с человеком, который съест другого человека? Даже не так. Тут правильно спросить, до какого состояния нужно довести человека, какие морально-нравственные человеческие установки в нем переломить, чтобы человек вообще на это пошел. Вы представляете, до какого состояния эти подонки собираются довести людей? И отдельная история с толерантным отношением к педофилам. Вы слышали новости о том, что в ряде стран Европы сейчас даже делают такие специальные брюшурки, в которых учат детей не бояться педофилов и не бежать от них, а наоборот быть с ними добрыми, чтобы не задеть их чувства, не обидеть. И даже предлагают подружиться с ними, позвать к себе домой. А знаете, что за этим стоит? Кто внедряет в обществе такое толерантное отношение к педофилам? Как раз эти мертвецы. Им нужно это для того, чтобы спрятать свою иголку в стоге сена. Им нужно накопить силу. Они стремятся накопить побольше врил. Для этого им нужны дети. Для их темных ритуалов. Они знают, что грядет климатический коллапс и готовятся к большому переходу. Надеются, что он будет. Почему вы решили все это рассказать? Я считаю, что люди должны об этом знать. И потому что я тоже хочу жить. Здравствуйте! В эфире «Контроль теней». Каждый человек в своей жизни многократно сталкивается с магией и тем, что необъяснимо. И столкнувшись с этим, зачастую он забывает, хотя следствие остается. И вот вопрос, что такое магия? Ложь или правда? Магия существует
и она реальна. Если бы магия была фантазией или обманом, она бы не просуществовала на протяжении стольких тысяч лет. И на протяжении всего этого времени она прельщала и прельщает по сей день массы людей. Магия – древнейшая и самая многочисленная религия, религия сатаны, адептами которой являются даже атеисты. Именно поэтому все пророки во все времена говорили о недопустимости занятий магией, что магия низводит в ад. И тем не менее, некоторые религии, изначально построенные на истинных учениях, привнесенных пророками, на сегодняшний день откровенно занимаются магией, проводят различные магические ритуалы, приношения, жертвования. Но ведь пророки этого не делали. И более того, завещали этого не делать. Все эти действия навязаны дьяволом, так же, как и попрошайничество. Якобы у Бога материальных благ, здоровья. А ведь пророки говорили, ничего не стоит просить у Бога, кроме спасения души. Получается, те, кто должны были бороться и противостоять магии, откровенно служат сатане. Чем же она столь привлекательна? Когда люди, зная о губительности, и тем не менее променивают вечное на сиюминутное, призрачное, материальное. Да, невидимый мир существует, и он многообразен, как океан полон неведомой жизни. И вместе с вами, друзья, мы бы хотели хоть немного разобраться в том, чем на самом деле является магия, почему она столь соблазнительна и как на самом деле устроен невидимый мир.